нас на обзоре новый релиз фотографии для систем пятого поколения Toyota Lexus. Этот спецрелиз выполнен по запросу заказчика, и он отличается и выделяется на фоне других существующих на сегодня релизов тем, что официально Toyota и Lexus прекратила поддержку таких систем в 2017 году, и последний выпуск, который был для этой картографии, имеет маркировку 2017-2018 V2. Этот релиз имеет максимально свежие данные на сегодня в части, особенно домов, контуров домов, нумерации, поиска, а также специальных данных, которые я добавляю во все новые выпуски. Это спидкамы. Вот такое покрытие у нас по всем странам. Значит, примечательность этого релиза еще заключается в том, что он имеет детализировано 7 стран. Почему именно West? То есть это западная, скажем так, Европа. Здесь находится Великобритания, Португалия, Монако, Ирландия, Франция, Испания и Андорра. Остальные же страны, они находятся на обзорном масштабе, и ими также можно пользоваться. Это очень большое преимущество. Сейчас я бегло покажу, какой функционал возможен на этих картах. Вот как мы видим, на 50 ярдах, я специально оставил ярды, потому что в данном случае это у нас Англия. Мы здесь можем видеть, что у нас показываются дома и, соответственно, их нумерация. Также мы можем включить в данном подменю все разделы, относящиеся к спидкам тематики. Вот, и они будут отображаться на всей карте вот по этим странам. То есть мы можем, допустим, сделать масштаб чуть более обширнее и посмотреть, в общем, как на карте они обозначены, где они располагаются. Можем любой выделить, посмотреть, что он обозначает, где он находится, по каким конкретно координатам. Также можем здесь ближайших посмотреть, где ближайший располагается, и переместиться к нему и посмотреть, где на пути нашего следования, если мы будем задавать маршрут, будут находиться те или иные точки с ограничениями, либо с важной информацией. Допустим, здесь мы можем видеть, что у нас обычная спидкамера, здесь уже камера со светофором, то есть это обозначает, что камера, как правило, вместе со светофором работает. И вот обычная спидкамера. В некоторых странах также есть мобильные, это зависит от стран, мобильные камеры, и также есть предусмотрены, скажем так, посты ДПС, но это, как правило, на постсоветском пространстве. Здесь же в странах Европы это редко увидишь, но, возможно, в каких-то странах это есть. То есть база бралась максимально свежая с определенных источников, и, соответственно, как бы там эта вся информация добавляется. Вот мы можем видеть обзорную карту. Сейчас я покажу, как выглядит это. Я просто по памяти сейчас перемещусь там, где я точно помню, где я видел при тестировании мобильные спидкамы. Точки с мобильными спидкамами. Это Сеута. Это у нас к Испании относится, хотя на континенте африканском находится. Ну вот с таким вот значком мы можем это наблюдать. Примечательно то, что не нужно это делать для каждой страны. То есть если мы разово выбрали эти точки вот в подменю POI, то, соответственно, они в любом месте на карте, где карта детализирована, будут показаны. То есть в пределах этих 7 стран, которые находятся в релизе. Вот как мы видим, у нас подгружается. То есть также нужно понимать, что система считывает данные с диска, и необходимо какое-то небольшое время, там
порядка там 50, может 20 секунд на кэширование данных, особенно вот когда в режиме просмотра сейчас это происходит. К примеру, можем видеть точку на 100 километров, и в то же время мы можем их использовать как отправной пункт, ну, просто для демонстрации покажу, что они кликабельны и работают. Мы можем выбрать здесь точку маршрута. Вот. Выберем автострады, ничего страшного. Можем посмотреть, как это будет у нас в режиме просмотра, как у нас будут карты выглядеть, если мы их просто запустим в режиме просмотра нашего пути. Так, я специально увеличил масштаб. Ну, вот, как видим, у нас отлично прокладывает маршрут, и более того, он рабочий, и все отлично у нас работает в этой части. Все, мы прибыли, грубо говоря, в наше место назначения. Далее, кратко пробегусь по поиску. Поиск у нас работает, естественно, как по POI, то есть как требует заводской регламент. То есть все эти функции у нас рабочие. И попробуем выбрать поиском какую-то известную, я в данном случае выберу заправочные станции. Известный бренд, точнее компанию или бренд. Вот. Также рекомендуется в данном подразделе выбирать название города, чтобы сузить поиск. Допустим, мы видим, знаем, что у нас значок, и видим вот ближайшие у нас точки к нашему местонахождению. Вот. В данном случае мы можем нажать Replace и просмотреть, как у нас будет выглядеть маршрут в реальном времени к этой точке. Так, в данном случае я запустил демо-режим, по сути, визуализировав то, что, как мы будем ехать в автомобиле и видеть это в реальном времени. Как мы видим, что у нас также имеется обозначение, куда нам не следует поворачивать, то есть это одностороннее направление. Также видим ориентиры, по какой дороге мы едем, через сколько необходимо будет повернуть. Ну, все соответствует, по сути, регламенту заводских карт и заводского продукта, хотя это полностью кастомный продукт. Такой продукт не выпускала ни Toyota, ни Lexus, ни какие иные компании. Это полностью продукт творения компании Mapcar. Для этой системы, по крайней мере. Так, ну и как мы можем догадаться, что у нас скоро уже будет окончание нашего маршрута, можем просто уменьшить масштаб, чтобы чуть-чуть быстрее мы поехали. И, как мы видим, у нас на пути также отображаются спидкамы, что очень также полезно, мы информативно можем реагировать на тот или иной значок, хотя бы и визуально. Так, ну, наверное, не будем дожидаться, тут уже окончим маршрут. Также у нас работает без проблем адресный поиск по любому городу. Давайте выберем Манчестер, допустим. То есть мы можем выбрать, если не знаем, я просто не знаю никаких названий улиц, я просто выберу центр города. Ну, можем, чтобы продемонстрировать, попробуем любую по таким буквам. Так, что у нас тут Фолхлайн 157, к примеру, вот первый номер, который тут доступен. Так, и что мы видим? Мы действительно видим, что это у нас 157 Фолхлайн. То есть все совпадает. То
То есть также заменяем и спокойно включаем наш маршрут и следуем по пути. То есть запустили и поехали. Такой же принцип, соответственно, работает по поиску и на других странах. Для этого нам необходимо выбрать интересующую нас страну. Допустим, Португалию возьмем, грубо говоря, с одного конца в другой по карте. И важная особенность то, что здесь также соблюдены все правила по орфографии и написанию и визуальному виду букв специфических, которые используются вот в таких странах, как там Португалия, Испания, Франция, Германия. Это специфические буквы, которые не находятся в латинском алфавите. Вот они также кликабельны, они полностью рабочие. Вот мы можем увидеть с этой буквой все адреса, выбрать любой. Просто я не знаю конкретных адресов Португалии, просто как пример можем убедиться, что действительно нас привело в Португалию и что действительно отображается нужный нам символ. Так, Лисбон. Так, ну, как видим, действительно. Так, тут также присутствуют и номера, и контуры домов, и также будут отображаться спидкамы во время следования по пути маршрута, либо просто при просмотре карт. В целом, в остальном, примерно такой же функционал, как и в заводских релизах. Также из маленьких моментов, то, что можно настроить, разрешить все предпочтения дорожные. Так у нас будет в труднодоступных местах более правильнее прокладываться маршрут. Вот, соответственно, мы можем его запустить сейчас. Да, можем его как просмотреть, вот, так и удалить. Так, удалим его просто. Маленький итог этого всего. Этот релиз довольно-таки непростая задача была сделать. Он делался на протяжении месяца. Напомню, что здесь данные по домам, по спидкамам актуальны на первый квартал 2021 года, о чем свидетельствует эта надпись. И более реально это делалось вот в этом месяце, в марте уже вся подводка. Вот, поэтому у нас вот такой вот получился прекрасный продукт. И маленький такой еще момент интересный, то что здесь детализировано 7 стран, и если, грубо говоря, в заводских выпусках был определенный список стран, определенное количество, то по пересечению границы, вот, допустим, если у нас было бы по заводу это был бы Вест, у нас было бы ограничено, грубо говоря, Францией, то есть мы бы вот эти вот все страны абсолютно не видели. И, соответственно, когда мы выезжаем за пределы этой страны, у нас бы просто была бы белая карта. Здесь же мы можем спокойно перемещаться, можем видеть, где мы находимся, примерно на какой трассе. Это будет у нас работать до 1 мили. И в метрических значениях это у нас будет работать до 800 метров, насколько я не ошибаюсь. Вот, допустим, Лейпциг сейчас посмотрим. То есть, как видно, у нас даже отображаются 3D значки. Кстати, забыл тоже упомянуть важный момент. 3D значки, которые также присутствуют во всех заводских картах. И в более новых системах они здесь имеются. Сейчас можем посмотреть.
Франция, по Парижу. Очень красивые значки у нас. Вот. Просто красивейшие значки. Причем кликабельные, естественно. Так, на этом все. Спасибо за внимание, как всегда. Хороших всем дорог. Не забываем подписаться на канал. Если у кого-то возникнет желание из сервисов, либо продавцов, кто занимается в данном направлении, в автонавигации, в этом бизнесе, пожалуйста, обращайтесь. Всегда буду рад рассмотреть возможность изготовления подобных выпусков для других стран. Вот, как оказалось, системы эти старенькие, но они еще довольно-таки актуальны, и на них есть спрос. Это можно сделать. Можно также сделать для стран, которые официально не представлены Toyota и Lexus. То есть для разных материков и для разных систем. Не для всех, но для очень многих. Все. Пока-пока. Хороших дорог.